И всем привет! Вы на канале Польза Net Life. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и с целью, разумеется, сэкономить вам средства. Если говорить про смартфон сразу, вы смотрите на Samsung S24 Ultra на новой прошивочке. Я его приобретал в Российской Федерации на одном из маркетплейсов. Может быть, даже в ссылке укажу на каком. И вот это X5 телевик, X10 это оптический зум. Вы видите, как меняется освещение, вы видите, что чуть-чуть желтит, но желтить он стал меньше после прошивки. Начнем с того, что напоминаю, что те, кто были не подписаны на канал, кто не был подписан на канал, это смартфон S24 Ultra. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, 443, по-моему, тысячи подписчиков. И мы с вами тестируем это устройство, обзор одним кадром. Единственное, я сейчас применил паузу, так как здесь возможно нажимать на паузу. Сейчас вы видите основной модуль, но мне это интересно, разумеется. Так, и вы будете видеть фронталку, съемка в 4. Но мы начнем поступательно. Поступательно мы начнем с чего? С того, что сейчас основной модуль, мое лицо, движение. Начинаю про, как всегда, то, что не забудьте подписаться на канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В скидках нас уже 105 тысяч человек, кстати, и там был Poco X6 недавно за 18, Redmi Note 13 за 12, и вообще много всего веселого. И что можно сказать про этот смарт и про съемку? Напоминаю, что для того, чтобы понять, насколько он хорошо или плохо снимает, вам достаточно посмотреть на этом Польза Net Live канале, на котором вы сейчас смотрите этот ролик. Еще 50 подобных роликов с смартфонами. Также я носил их на жестком штативе. Обзор был одним кадром, и вы сможете для себя оценить, насколько хорош этот смартфон. Повторяюсь, пришла обнова, он снимать стал лучше. По комплекту у Samsung, как всегда. Я, кстати, скажу, что идет смартфон, и сразу скажу, идет стилус, потому что за него вы платите, пусть он даже находится в смартфоне, и вы им не пользуетесь, но это тоже комплект. Следующий момент. Разумеется, нет чехла, нет защитной пленки, олеофобка довольно неплохая у экрана. Разумеется, все защищено. Савадикап. И если говорить про комплект, только кабель. Хотя есть смартфоны уже, в которые кабель даже не пихают. Вот, поддерживается зарядка 45 Вт, максимально позорная, дешманская. Почему? Потому что, потому что заряжается он за X3, телевик X5, оптика X10 и максимум X20. К слову, примеров съемки видео и фото на моем основном канале просто море. На моем личном телеграм-канале основном, там у нас сколько, 11, по-моему, тысяч человек, а может больше уже. И там вы можете как раз посмотреть, там больше 200 фотографий, много видосов. Так вот, если говорить про комплект, мы уже сказали, про зарядку час 20, беспроводная зарядка, там вообще убогая, 15 или 15 Вт. В общем, перепроверяйте все в основном обзоре. Основной обзор будет на основном канале Польза.нет завтра с сравнением с iPhone 15 Pro Max. Защита от влаги IP68. Сегодня после этого теста одним кадром я буду, разумеется, его топить. И результаты вы увидите и узнаете в основном обзоре, утонет или нет. А лучше в моей личной телеге. Вот. Так что можно переходить, в принципе, к самому неприятному. Самое неприятное здесь, вроде бы, это должно быть отлично, но это неприятно. Это экран. Здесь антибликовое покрытие, матовое. В каком-то смысле, ну не матовый, в общем антиблик, реально бликов меньше, но от этого происходит какая-то непонятная инверсия цветов, и под углом вообще какая-то дичь. У кого-то он зеленит, вот у меня он тоже зеленит, у кого-то синим отдает. В общем, так, чтобы люди под небольшим даже углом, которые смотрели на Samsung S24 Ultra, не имели проблем, я не слышал. Вот давайте потихонечку про экран. Чуть больше 500 пикселей, плотность пикселей, разумеется, можно ее выбирать. Разумеется, чем выше вы будете выставлять плотность пикселей, тем меньше у вас будет часов экрана. И на максимальной плотности, максимальной герцовке в 120 Гц вполне возможно, что на день вам его хватать не будет. Но это маловероятно. То, что на день и ночь не хватит, это прям 100%. Если говорить, ну 100%, если вы включите эконом-режим без симки, без Wi-Fi и не будете им пользоваться, то, наверное, хватит. Я имею в виду именно стандартное использование с GPS, там, не знаю, интернетом и всем остальным. Мы все еще разговариваем с вами по поводу экрана. Так вот, у экрана яркость в неповышенной яркости максимальная 480 люксов. Но есть еще повышенная максимальная яркость, она здесь 860 люксов.
Если говорить про пиковую яркость, у меня получилось добиться 1700 люксов, и он яркость, в принципе, не сбрасывал. При том, что на первой прошивке, вот сейчас уже последняя, ну, они ее обновили, эту прошивку, получается, что Smart реально стал работать лучше. По плавности не было проблемы в S22 Ultra, в S23 Ultra, в S24 Ultra с его Snapdragon Gen 3, тем более проблем нет. Если говорить про экран, продолжать. Магия здесь начинается где? Так как я тестирую смартфон не только в качестве съемки видео и фото, но еще и в играх, потому что это два таких самых стандартных. Что вы делаете? Вы звоните. У меня, кстати, связь, в отличие от некоторых блогеров, я смотрел на YouTube, у кого-то ловила плохо, у пользователя я не видел, чтобы плохо ловила. У меня связь тоже ловит отлично. Две симки сюда можно запихать, плюс еще eSIM, но там, как я понимаю, может быть, в китайских версиях Samsung eSIM не будет. Напишите мне, если вы знаете, потому что у меня китайских версий нет, а чужих слов не было. Чужих слов особо не хочется рассуждать по поводу этого. Так вот, экран. Когда вы на первой прошивке, не обновляя, играете в этот смарт, уже не актуально по большому счету. Почему? Потому что все, он яркость сбросил. Я просто в зеркальце смотрю на смарт, при том, что сейчас довольно прохладно. Так вот, когда вы на первой прошивке играли бы в смарт, допустим, в тот же Genshin, через 2 минуты на 60 FPS у вас сбрасывалась бы яркость до 300 люксов. Это очень мало, смарт еле виден. Плюс еще начинается тротлинг. При том, что здесь просто чертова туча программ, через которые вам будут рассказывать, что он будет играть лучше, играть в него не лучше. Ну а если даже предположить, что для того, чтобы вам нормально играть, вам нужно выставить температуру у процессора плюс 2 градуса, установить одну программу, вторую программу, в одной из них поставить одни галочки, частоту и т.д. и т.п. установить, снять ограничения какие-то. Вы стебетесь? Я покупаю смартфон больше, чем за 1000 евро, за 1300 евро и должен там ползать, чтобы не получить 300 люксов. А в итоге я, кстати, получаю все равно 300 люксов яркость экрана. Так вот, магия не в этом. Они выкатывают прошивку. Если Genshin гонять на 60 FPS с минимальными настройками, можно играть час, 800 люксов держит. То есть ты включаешь повышенную, 800 люксов он держит. Профризивания начинаются через 30 минут. Но ты выставляешь, думаешь, у меня смарт за 1300 евро. Он же не зря там на Snapdragon Gen 3, как и Asus ROG Phone, допустим, тот же 8 или 8 Pro. И что ты видишь? Ты видишь 120 люксов яркость через 2 минуты. То есть, по большому счету, вы покупаете девайс за 1300 евро и получаете рандом. Почему рандом, я сейчас вам еще объясню. Вот смотрите, я играл в Genshin. После этого я такой, ну, я недавно тестировал PUBG New State. Он, наверное, будет вообще летать на новой прошивке. И что вы думаете? Я открываю PUBG New State, и он теперь срезан FPS до 28-26. У него даже 30 FPS нет. То есть на прошлой прошивке он при 90 FPS у меня отрабатывал этот смарт. А на этой прошивке он фризит, и я не знаю, где у них, из чего растут руки. Я не знаю, сколько программистов ушло там в концерн BBK у Samsung, но у них точно там не все в порядке. Потому что так сломать игруху за одну обнову с 90 FPS до 28, ну это жесть. Это, ну, проще говоря, вот к чему это все? К тому, что экран хороший, яркий, зеленит, кому это нравится, шим. В одном из положений только 30%, в остальных 20 с копейками. Это хорошо по сравнению с соткой прошлой. Но с другой стороны, это все равно много, если вы чувствительны к шиму. Вам и 20% будет неприятно. И следующий немаловажный момент, что он не игровой. То есть смарт сегодня у вас будет отрабатывать нормально. И говорю, не надейтесь на настройки. Переходим к следующему моменту. Камера. Существует много очень адептов Samsung. Это примерно как тема с Sony, что они считают, что если они установят сторонние программы, камера начнет снимать лучше. Первое, камера лучше снимать, может быть, начнет только для вас, потому что стоковая программа у Samsung нормальная. Второе, это камера у Samsung снимает волшебно с 22 Ultra начиная. 23 Ultra и 24 Ultra, они особо не отличаются. Вот сейчас вы видите съемку одним кадром, и я уверен, вы прям в приятном шоке. Они снимают классно. Если были какие-то недостатки в течение этого захода, учитывая, что они ее обновляли, я очень сильно удивлюсь. Я думаю, что не будет. Смарт снимает хорошо. Но 4К 120 FPS в стоковой программе нету. И, ну не знаю, 8К 30 FPS есть, фронталка 4К 60 FPS. Основной модуль толком они не поменяли.
телевик теперь X5, и вот про это можно долго и упорно рассказывать, но поломать они ничего не поломали. Сделали ли лучше? Ну, может быть, как-то мелочно и незначительно. Почему? Потому что мы ждали чуть-чуть другого. Сколько будет весить файл, разумеется, я расскажу. Телевик еще раз, ой, точнее ультраширик, X3, X5 телевик, X10. И это мы уже пробегали. На что бы еще хотел я обратить внимание. Прос здесь чуть-чуть задушен. Это дело Samsung не помогает. Выбивал он 1 960 000. На прошлой прошивке теперь 1 860 000 у меня выбивает. 1000 баллов в Antutu. Storage тест не показывает никаких космических цифр, просто очень хорошо. 179 000, и так все будет плавно. По поводу темы с ИИ. Ну, это все разводилово уровня 100. Почему уровня 100? Потому что все эти вырезки, переводы и все остальное, как много лет уже есть в других либо программах, либо у других смартфонов. Второе, то, что все эти вырезки фотографий также убого работают. Я даже в пример в основной ролик не ставил. Ну, то есть это просто обычно, если вы умеете пользоваться фотошопом, либо у вас есть проги, которые нормально это делают, поверьте мне, они будут отрабатывать лучше. Ну и второй момент, Samsung обещает все это дело потом сделать частично платным, какие-то вещи. И это, конечно, дичь с 2025 года. Если говорить про зарядку сказал, про, собственно, программы сказал, и про ПО. Многим очень нравится ПО, программное обеспечение смартфона, и правда классное. Но сказать, что оно от того, что у тебя появляется 554 программы, которые ты должен скачать, еще не во всех регионах можно скачивать, для того, чтобы настроить одну штуку, другую штуку, третью штуку, притом это самсунговские проги, они стебутся, они не могут это сделать в одной программе. Ну, это реально дичь, ну, это просто дичь. Кратко, если у вас есть необходимость в смартфоне со стилусом, с неплохой автономностью, и у вас есть один из Samsung, понятно, что S24 Ultra вроде бы 7 лет там будет поддержка его, но, говорю, вы не будете ходить с ним 7 лет, очень сильно сомневаюсь, может, ну 5 человек вытерпит, и то аккумулятор надо будет реально менять. То смарт, конечно, классный, но если у вас есть S22 Ultra или S23 Ultra, от того, что они чуть-чуть там меняют что-то внешне с блоками камер, ну, такое себе. Да, рамка металлическая, да, у тебя вроде бы все хорошо, но я не понял, в чем они обновились. Вот обновление технически нулевое. Можете мне антибликовое покрытие, ну все. Шим убрали с сотки на 30, моментами на 20. Ну, не такое достижение, учитывая, сколько они нормальных экранов, либо ПО нормального у производителей, у которых покупают у них экраны. Опять же, наверное, они не считают это проблемой, хотя даже по статистике тех же продавцов у каждого 10-го человека есть проблема с шимом. Это люди, которые об этом знают. Вот, следующий момент. Пишите, интересно ли вам, чтобы я его оставил, и, может быть, там через месяца 2 сделаю еще какой-нибудь обзор на него. Но говорить, что я и так с ним месяц. То есть, как бы, он у меня был не распакованный, потом распакованный, потом лежал, потом я фотографировал что-то. Луну он дорисовывает классическим образом, как и раньше. Сейчас ее, к сожалению, нет. И, в общем, какое-то внутреннее легкое разочарование, потому что хотелось чего-то нового. А рассказывать вам про то, что можно звонить, и у тебя будет переводиться все, а русского языка нет, и потом, может быть, будет. Или рассказывать про то, что можно фоточку вырезать, как и везде. Но это как стёб какой-то, Google то же самое. Ну, там с пикселями со своими. Что это за нововведение? Не знаю, сделали бы какой-нибудь кинорежим, как у Яблока, добавили бы возможность каких-нибудь там эксклюзивных игрушек в Samsung, или под VR-овский шлем, я вот не вижу здесь, кнопочку тоже добавили бы под какой-нибудь. Я не знаю, вот хочется чего-то нового, или хотя бы сенсор основной бы поменяли на что-то эпичнее. И все. Если эпичнее же есть, посмотреть на китайцев с их сенсорами. Обзор не хейтерский, Samsung классные смартфоны, скорее всего он и будет у меня где-то через полгода на первом месте в топе смартфонов, там, до каких-нибудь там флагманов, может быть на втором, третьем, не знаю пока. Что они там сделают с прошивкой, не знаю, что они сделают с ценой, но пока вопрос для кого. Прямой экран сделали, как в айфоне, Титан добавили, ну хорошо, все, на этом мы закончили, хватит нам нововведений, такое себе. Девайсу от меня, повторяюсь, однозначно да, подписывайтесь на канал с колоколом, самое ценное, повторяюсь, в моих обзорах, я не повторяюсь,
То, что вы видите очень много смартфонов в одинаковых условиях. И можно выключать звук со мной, но зато видеть картинку. Добра и удачи вам, дорогие друзья!